Всем привет, друзья! Всем привет! Ну что, раннее утро выходного дня, но, как вы видите, охотники за сокровищами уже не дремлят. Сегодня мы всей компанией, с нами наш маленький подрастающий охотник за сокровищами. Скажи всем привет! Всем привет, пупсики! И, друзья, мы выбрались на подводный поиск с металлоискателем. Посмотрите, какая красота! Одно побережье вот здесь, второе побережье вот там. Там кафешка расположена, очень красивые места, но мы пойдем вот сюда, на полуостров. Там сегодняшняя наша цель. Погнали! Друзья, здесь место уникально тем, что здесь разрешен дайвинг. Он здесь, конечно же, контролируется, и здесь постоянно, в особенности на выходных, приезжают люди заниматься подводными приключениями, поэтому мы специально выбрались пораньше. Как вы видите, еще никого, мы здесь первые. Проходим вот по такой тропинке, прям как в джунглях. И посмотрите, везде красивые побережья открываются. Водичка прозрачная, я уже проверил. Я не знаю, как там будет подальше, но вроде бы как здесь должна быть водичечка прозрачная, потому что место специально для дайвинга. И вы посмотрите, друзья. Такие красивые каньончики. Очень классно. Действительно, как в каком-то кинофильме мы находимся сейчас. Ох, да, друзья, водичка прозрачная. Посмотрите, я не знаю, будет отсюда видно? Видно. Камушки такая галька, видите, да? И просто красота. Просто красота, друзья. Все, не будем затягивать. Сегодня мы будем использовать подводную систему NEMA от фирмы Blue 3. Так что все, друзья, подготавливаемся к подводному приключению. Погнали! Ну что, друзья, я полностью приготовился к нашему подводному приключению, к подводным поискам. Друзья, не забывайте заказывать хабарницу. Счастливая подводная коробочка, которую мы сами создали, сами изобрели. Переходите по QR-коду, заказывайте. Также оставлю ссылочку в комментариях и прикреплю, конечно же, в описании под этим видео. Все, удачных мне находок. Так, смотрим, сколько у нас градусов. Ну, где-то 17-18 даже, друзья. О, да. Даже где-то к 18 идет. Уже очень тепло. Все, удачных мне находок. Погнал. Так, начну отсюда. Друзья, я еще раз рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется NEMA от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, честно говоря, меня порадовала. Это не просто мусор, как часто бывает, а монета 20 евроцентов. Отличное начало. Кладу ее в хабарницу и провожу катушкой ровно на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал. И на этот раз попадается рыболовная снасть в виде маленького грузила.
Третья находка подряд с одного и того же места. И только с третьего раза попадается пробка от бутылки. Хороший результат. Долго ждать не пришлось, и буквально через 20 минут нам попадается первое ювелирное изделие в виде женской серьги. К сожалению, бижутерия. Следующая находка в виде ювелирного изделия – красивое женское кольцо, но, к сожалению, снова бижутерия. Попадается гильза от холостого пистолета. На этот раз попадается алюминиевая пробка от бутылки. Кладу ее в карман и проверяю катушкой на том же месте, чтобы убедиться, что больше ничего не осталось. Снова сигнал. Да, друзья, никогда не знаешь, что может скрываться на дне озера. И на этот раз нам попадается черный iPhone 7 модели. Судя по его состоянию, пролежал он здесь очень долгое время. Конечно, вернуть его к жизни уже не получится. Но сам факт такой находки все равно очень приятный и довольно неожиданный. Прикинь, iPhone. О, покажи. Слушай, сигналов очень много. Монеты. Да? А колечко уже одно попалось. Сережка, но пока что... Смотри, какой он рассыпанный весь. Смотри, сколько я? Минут 15-20. Уже колечко, какой-то патрон, сережка. И вот смотри, сколько монет. Короче, сигнал за сигналом. Вообще круто. И прозрак шикарный. Все, погнал. О боже мой, что с ним? Это же сколько он полежал. Телефон.
А вот эта находка уже очень порадовала. И нам попадается первое серебряное изделие в виде огромного и очень красивого мужского кольца 925 пробы. Зачет. И вслед за серебряным кольцом попадается еще одно, очень огромное и очень красивое. Честно говоря, когда я его увидел, испытал мощный прилив адреналина, потому что сначала мне показалось, что это золото. Кольцо очень сильно блестело и было желтого цвета, но как только я взял его в руку, даже под водой я сразу понял, что оно слишком легкое, и, к сожалению, это обычная бижутерия из алюминия. Попадается еще одна гильза от холостого пистолета. Следующая находка снова порадовала, и нам попадается очень красивая серебряная подвеска «Дорожный оберег» с награвированной надписью «Gott schütze dich», что в переводе с немецкого звучит как «Бог бережет тебя». Зачет, друзья, зачет. И прямо на том же месте рядом с серебряной подвеской лежала монета 1 марка 1962 года. Кладу ее в хабарницу и проверяю катушкой еще раз. Снова сигнал. И опять попадается немецкая монета 10 феников 1972 года. Да, друзья, серебряная подвеска и 3 монеты на одном и том же месте. И на этот раз 50 феников 1980 года. Зачет.
По поводу следующей находки я до сих пор так и не разобрался. Это какой-то кусочек пазла из нержавеющей стали. Хотя, возможно, раньше это было какое-то украшение. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это могло быть. Будет интересно почитать ваши версии. На этот раз нам попадается еще одно серебряное кольцо 925 пробы. Следующая находка очень красивое женское кольцо, украшенное черным камушком, но, к сожалению, снова бижутерия. Попадается заколка для волос невидимка. А эта находка именно то, что мы ищем. Большое обручальное серебряное кольцо 925 пробы, которое отправляется прямиком в нашу хабарницу. И как вы заметили, поиск еще не закончился, а она уже битком, даже крышка с трудом закрывается. А если и вы хотите, чтобы ваши поиски были такими же удачными, переходите по QR-коду и заказывайте счастливую хабарницу для подводного поиска. Всем удачи! Следующая находка – рыболовная снасть в виде блесны.
На этот раз нам попадается очень символическая и нужная для нас находка. Это груз для дайвинга, который крепится на ремень. Так как совсем скоро мы с женой уже вместе начинаем наши погружения, и нам очень много всего нужно докупать, в том числе и грузы. Поэтому находка очень кстати. Смотри, что нашел. Груз, Солнышко, это будет для тебя. Тебе как раз сейчас нам надо будет покупать. Это точно. Пожалуйста, ты помнишь, да, сколько они стоят? Это Хорошо стоит, а это где-то килограммовый. Это Супер. нужная вещь. Погнал дальше. Класс. Следующая находка меня удивила. Попадается какой-то брелок, на котором изображено сразу два бренда – Nike и Apple. Раньше я никогда такого не видел. Но я загуглил, и оказалось, что это датчик Nike плюс iPod, выпущенный в рамках сотрудничества компании Nike и Apple для отслеживания тренировок. Заключительная находка сегодняшнего погружения – очень милая детская сережка в виде маленькой клубнички. Отличное завершение нашего поиска. Пора всплывать. Ну что, друзья, считаю, что хватит. Очень устал и очень захотел в туалет. Ну, такое бывает. Так, показываю свою хабарницу. Находок было много, и каких только находок не было. Выходим на берег, раскладываем все и будем уже показывать, что нашли. Все, бегу в туалет. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, наискались. Очень сегодня понравилось. Действительно, место для подводного погружения. Прозрачность воды просто шикарная. Ну и по находкам мне тоже понравилось. Вот так вот, посмотрите, красиво мы разложили. Буду вам показывать. Смотрите, ну, сокровище. Начинаем с драгматериала. 4 серебра. Посмотрите, друзья, вот такие здоровенные колечки. Вот такое серебряное. Ну, вы уже чищенные видели. Я еще не видел, но я думаю, что красивые колечки. Второе, смотрите, вообще просто бомбезное. Вот такое вот с узорчиком. Здоровенное. Ну и вон там, конечно, пробы, все видно. Третье кольцо тоже большое. Вот такое обручальное колечко. Вон 925, снизу все видно. И четвертое серебро. Вот такая подвесочка, посмотрите. Это опять дорожный оберег. Только уже с таким вот по кругу колечком прикольным, да, рамочка. И, конечно, как всегда, Gott schützt dich. Бог бережет тебя. Дальше, друзья, вот столько много бижутерии, что говорит о том, что место не битое. Вот такая вот пазл, кусочек, здоровенное кольцо, когда выпало, думал, что золото, друзья, с ониксом, посмотрите, с камушком, но легкое, оно ничего не весит. Посмотри, ты трогала его?
Он просто пушинка. Да. Ничего не весит. Ну, всё равно Алюминий, к сожалению, друзья. Ну ничего, адреналин был настоящий, хоть и золото не настоящее. Вот такой вот, как ты сказала по-английски? Strawberry. Strawberry, да. Вот такая вот клубничка, друзья. Или что это, земляничка, сережечка, да. Не знаю, может серебро, кстати? Не, вряд ли. А потом вот такая вот сережка, вон ушко отлетело, уже поломалось. Невидимочка, друзья. Вот колечко сразу нашел, как погрузился. Тоже бижутерия, медь, наверное, как я понял. Ну и вот тоже. И тоже опять оникс. В последнее время мне на вот такие вот ониксы вулканической породы камушки везет. Смотрите, сколько разных монет было. Вот такая вот американская. 1 дайм, по-моему, называется. Вот, видите? Американская, 1967 года. Марочки, марочки, марочки. 2 каких-то патрона от газового, наверное, пистолета. Блесна. Ну, iPhone, конечно же, друзья, посмотрите. iPhone, я не знаю, какая это модель, но айфончик потерян был давно. Потому что вот смотрите, что с ним происходит. Ну, блин, старая модель, потому что старая. кнопочка еще есть. Да, Я не тут помню, какие. Я тоже не знаю, друзья. И вот эта вот штучка, это вообще что-то непонятное. Nike и Apple, друзья, в одном сборе. Это что такое? Мы не знаем до сих пор. Пишите в комментариях, мы пока что не пробивали, не смотрели в гугле. Очень интересно. Очень интересно. Да, я ни разу не видел, чтобы Nike как-то сотрудничал с Apple. Прикол. Ну и, конечно, вот, это очень хорошая находка, потому что груза дорогие в Германии. Ну, у меня такие прорезиненные, они еще дороже. Вот, кстати, за много у меня было. Вот килограммовый, и вот это тоже килограмм. А сейчас жена у нас как раз-таки начинает погружение будет, вместе будем погружаться. Ей надо будет сейчас все это покупать, ласты, маски. Поэтому инвестиция в будущее, держи. Спасибо. Крутая находка. Так, все показал, серебро показал, бижутерию показал, монетки показал. Ходячки. Ходячки 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, где-то 15 евро. Друзья, заказывайте хабарницу. Покупайте хабарницу. Как? Покупайте хабарницу. Видите, да, если маленький подрастающий охотник за сокровищами советует хабарницы, значит надо покупать. Хабарницы еще в наличии, уже много раз купили. Белые, друзья, никто не заказывает белые. Жена говорила, сделай в белом цвете, будут заказывать. Я для себя. Да, ни одной в белом цвете не заказали. Синие почти все разошлись, черные почти все разошлись. Сейчас уже будем новую партию делать, подготавливать. Если белые никто не купит, белые в следующей партии не будут больше. Девочки, заказывайте. Девочки, заказывайте. Все, друзья, накайфовались, поедем домой отдыхать. Кому понравилось такое видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши последующие видео. Мы поехали домой. Давай 5. Опа! Опа! Всем пока! Пока-пока. Пока. Пока-пока, друзья!